Канал Валерия Табакова представляет ООН, ЕС и Украина против США и России. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы рассмотрим результаты голосования в ООН по Украине и проанализируем оценки этих результатов лидерами России, США, Франции, Великобритании, Евросоюза и Украины. А пока подпишитесь на канал, поставьте лайк для продвижения этого видео, не забудьте его прокомментировать и им поделиться, а также по возможности задонатить на карту, номер которой вы сможете найти в первом закрепленном под этим видео комментарии. Итак, на февраль 2025 года, спустя 3 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, голосование в Генеральной Ассамблее ООН и Совете Безопасности ООН по резолюциям, связанным с этим конфликтом, стали важным индикатором глобальных позиций и дипломатических подходов. Эти события, произошедшие 24 февраля 2025 года, в 3-ю годовщину вторжения, подчеркивают как единство, так и глубокие разногласия мирового сообщества. Оценки результатов голосования со стороны ключевых лидеров России, США, Франции, Великобритании, Европейского Союза и Украины позволяют глубже понять их позиции и стратегические приоритеты. Какова общая картина голосования? Генеральная Ассамблея ООН приняла 2 резолюции. Первую, инициированную Украиной и поддержанную европейскими странами, осуждающую российскую агрессию и требующую вывода войск с территории Украины. И вторую, предложенную США, с более нейтральной формулировкой, призывающую к миру без прямого осуждения России. За украинскую резолюцию проголосовали 93 страны, против 18, включая США, Россию, Беларусь, Венгрию, Израиль и другие. 65 воздержались. Американская резолюция получила 89 голосов «за», 8 против, 70 воздержались, включая Украину. В Совете Безопасности ООН была принята американская резолюция, поддержанная большинством членов, но без применения Россией вето, что стало редким случаем консенсуса в этом органе. Ключевые мировые лидеры дали свои оценки результатов голосования. Президент России Владимир Путин оценил результаты голосования как подтверждение перемены глобального климата и ослабления западного давления на Россию. В официальном заявлении 25 февраля 2025 года Путин отметил, что принятие нейтральной американской резолюции в Совете Безопасности ООН и воздержание ряда стран в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствует о растущем понимании необходимости диалога с Россией и поиска компромиссов. Он подчеркнул, что голос США против украинской резолюции и их нейтральная позиция подтверждают правильность курса Москвы, направленного на защиту своих интересов на постсоветском пространстве. Однако Путин выразил разочарование по поводу неизменной поддержки Украины со стороны большинства западных стран, назвав это продолжением политики двойных стандартов. Он также указал, что Россия продолжит рассматривать любые санкции и резолюции как попытки сдерживания, но не изменит своей политики в отношении Украины. Президент США Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом в начале 2025 года, охарактеризовал результаты голосования как успешный шаг к достижению мира и экономической стабильности для Америки. В интервью 24 февраля 2025 года Трамп заявил, что
голос США против украинской резолюции и поддержка нейтральной резолюции в Совете Безопасности ООН отражают его стремление принести мир в течение 24 часов и сосредоточиться на интересах США, а не на бесконечных войнах. Он назвал украинскую резолюцию слишком политизированной и выразил удовлетворение тем, что американская резолюция была принята несмотря на воздержание Украины и некоторых союзников. Трамп также подчеркнул, что его переговоры с Россией и Украиной находятся в активной фазе, намекая на возможные двусторонние соглашения, которые могут обойти ООН. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокую озабоченность результатами голосования, особенно позицией США. В своем выступлении 25 февраля 2025 года он заявил, что французская поддержка украинской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, Франция голосовала «за», отражает приверженность Парижа принципам Устава ООН и защите суверенитета Украины. Макрон раскритиковал нейтральную американскую резолюцию, назвав ее недостаточной для реального мира, и подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Киев, включая военную и финансовую помощь. Он также указал на необходимость укрепления европейской автономии в вопросах безопасности, учитывая изменения в американской политике, и призвал к более активной роли ЕС в урегулировании конфликта. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, представляющий лейбористское правительство, после голосования 24 февраля 2025 года заявил, что Великобритания остается непоколебимым союзником Украины. Он отметил, что голос за украинскую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН подчеркивает приверженность Лондона международному праву и территориальной целостности Украины. Стармер выразил обеспокоенность позиции США, назвав ее отступлением от традиционной солидарности Запада, и подчеркнул, что Великобритания продолжит предоставлять военную помощь Киеву, включая недавний пакет в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Он также призвал Россию немедленно прекратить агрессию и вернуться за стол переговоров на условиях, утверждающих суверенитет Украины. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 25 февраля 2025 года, высоко оценила поддержку украинской резолюции всеми странами ЕС, включая Венгрию и Словакию, несмотря на их неоднозначное заявление в прошлом. Она назвала это демонстрацией единства Европы в защите демократии и международного права. Фон дер Ляйен выразила разочарование позиции США, заявив, что нейтральная резолюция ослабляет глобальную солидарность с Украиной и может подорвать доверие к ООН. Она подчеркнула, что ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву, включая финансовую помощь на 2025 год и ускорение поставок оружия, чтобы противостоять российской агрессии. Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также отметил, что голосование стало тестом на единство Запада, который, по его мнению, оказался под угрозой из-за изменения американской политики. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты голосования с глубоким разочарованием, особенно в отношении позиции США. В обращении 24 февраля 2025 года он заявил, что голос США против украинской резолюции и их поддержка нейтральной резолюции в Совете Безопасности ООН шокировали и подорвали доверие к американскому лидерству. Зеленский отметил, что поддержка 93 стран в Генеральной Ассамблее ООН подтверждает легитимность борьбы Украины, но воздержание 65 государств и голос против США
России и других стран указывают на растущую уязвимость международной системы. Он подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на осуждении российской агрессии и полное восстановление своих территорий, а также призвал Запад к более решительным действиям, включая усиление санкций против России и поставок оружия. Зеленский также выразил опасение, что нейтральная позиция США может привести к новым компромиссам, угрожающим суверенитету Украины. Оценки лидеров подчеркивают глубокий раскол в мировом сообществе. Россия видит результаты голосования как возможность для маневра и укрепления своих позиций, особенно на фоне нейтральной позиции США. США под руководством Трампа делают акцент на прагматизме и быстром урегулировании конфликта, что вызывает критику союзников и Украины. Франция и Великобритания, а также ЕС демонстрируют твердую приверженность поддержке Украины, но выражают озабоченность по поводу ослабления трансатлантического единства. Украина, в свою очередь, сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым реалиям, включая возможные изменения в американской политике, и укреплять дипломатические связи с Европой. Эти голосования и реакции лидеров подчеркивают риски для международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Нейтральная позиция США может ослабить доверие к ООН как инструменту защиты суверенитета, особенно если такие подходы станут нормой. Для Украины голосование стало напоминанием о хрупкости международной солидарности, но также и стимулом для усиления собственной дипломатии. Россия, несмотря на поддержку нескольких авторитарных режимов, продолжает сталкиваться с изоляцией, что ограничивает ее возможности для легитимизации действий. В долгосрочной перспективе эти события могут определить не только будущее Украины, но и баланс сил в глобальной политике, где прагматизм все чаще сталкивается с принципами права и справедливости. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.